Привет, мои дорогие! У нас расклад, который вы заказываете. И прекрасная наша девочка Lovely Banshee пишет. Леночка, очень хочу тему гадания. В какой стране жить для лучшего будущего? Сейчас, девочки, я вам сразу говорю. Это такая мини-болталочка перед раскладом будет. И смотрите, я взяла другие таро. Только не спрашивайте у меня название, потому что я не помню, если честно. Я не застряю внимание на том, как таро называется, да, потому что называет автор. А я вот любое таро беру, да, и я его вот, как говорится, своими ощущениями кастомизирую под себя. И давайте такую тему. В какой стране жить для лучшего будущего? Это у нас о главном и случайном. Таро без вариантов. И кажется, как же можно... Мы не разлаживаем здесь именно на варианты. Потому что на самом деле стран много. Мы сейчас с вами поговорим, в какой же для вас вот лучше стране жить. Стоит ли переезжать и куда именно, да, вот на что обратить внимание при выборе вот этой страны своей. Давайте глянем. И у нас другие интересные таро. Ну что, давайте посмотрим. Настраивайтесь на расклад. В какой стране жить для лучшего будущего, если у вас вот на месте не сидится. Но первое, почему вам не сидится на месте, я вам объясню. У мужчин такого меньше. То есть мужчины-бродяги, это мужчины-бродяги, у них свои есть моменты. Они от женских моментов очень сильно отличаются. Дело в том, что вот помните, как в стародавние времена всегда девушку растили, потом отдавали замуж, и она уходила в дом мужа, да, и далеко. Дело в том, что это уже даже доказано на генетическом уровне. Женщина все время хочет куда-то, где-то всегда лучше, чем на том месте, где она живет, и все нас манят какие-то неведомые дали. А почему? Это вот, знаете, генетически то, что женщина вынашивает детей, она чем дальше отъезжает, как говорится, улетает, и там вот нету, как говорится, таких каких-то генетических аномалий, скажем так, да, то есть она не пересекается именно со своими там очень близкими родственниками, мужчинами, которые могут полезть, да, вот чисто, скажем так, по животному. И поэтому женщина, у нее заложено такое стремление жить подальше от матери, ну, даже от свекрови и все остальное, где-то к чужим людям примкнуть хочется, да, для того, чтобы вот у нее выросло, скажем так, генетически здоровое потомство не без кровосмешения. Понимаете? Это в нас генетически заложено, и это доказано учеными. И еще, тем более, сейчас такое время у нас, что, девочки, страны будут называться по-другому, да. Вот эти вот все дележки, передел мира, который сейчас происходит, а он происходит, да. Просто где-то это нас меньше касалось, сейчас нас касается больше. И поэтому у всех возникает такое желание. Обратите внимание, что даже у детей есть такое желание куда-то свалить и переехать, да. И сейчас вот эти границы, в принципе, благодаря тому же интернету, они стерты. И мы можем видеть, много наблюдать, как живут люди в других странах, где-то на краю света, да, по отношению к нам очень далеко. И мы видим, мы сравниваем, в мозгах все равно появляется такая картинка, сравнительная картинка. Хочу ли я тут жить, и куда мне лучше уехать? У меня, девочки, тоже такое есть. Я тоже такое какое-то... Мне иногда казалось, что я как бродяга какая-то, потому что я тоже очень много путешествовала, во многих очень странах была. И вот всегда вот думала, ну, а как бы я тут жила, если бы я постоянно здесь жила? Как бы я выходила из дома, куда бы я шла, в каком бы я виде, да, и все такое. Ну что, давайте посмотрим, в какой стране лучше всего жить для будущего, да, вот вас куда-то тянет. Давайте посмотрим, куда и что вас тянет. Тройка пентаклей выпала. Это ваше желание, оно, девочки, с вами, как говорится, родилось. То есть, на самом деле, вы с детства хотели, вот не то, что просто путешествовать, да, а узнавать, жить на разных континентах, в разных местах, да, и все время под себя что-то подбирать. И это правильно. И чем больше вы в жизни, скажем так, хотите жить в новом месте каком-то, для вас это вот какое-то новое дыхание получается. Давайте еще посмотрим, как вам выбрать страну для лучшей жизни. Тут выпала такая карта. Туз мечей выпал. Сейчас, девочки, трудно выбирать на самом деле страну для проживания. Очень много у вас каких-то тревог.
Туз мечей, туз пентаклей выпал здесь, да. Много у вас каких-то тревог, связанных с тем, что а буду ли я жить на новом месте лучше, чем здесь. Тревога за свое будущее идет у вас, да. То есть вы хотите очень хорошо жить, и эта высокая степень тревожности, которая у вас живет, да, она вас и гонит куда-то, и в то же время вот вы не можете определиться действительно, в какой стране вам быть. Так, шестерка мечей. Сейчас пока закрыты дороги, девочки. Вот именно туда, куда бы вы хотели, путь на самом деле вот на данный момент он сложен. То есть я не буду здесь говорить, чтобы вы там подождали, подумали еще. Я бы так сказала. Надо ехать туда, где вас ждут. Нас обычно нигде не ждут, да, и хорошо там, где нас нету, такие поговорки всякие есть. Но исходя из этих карт, что я могу сказать, в какой стране лучше жить для будущего? Для того, чтобы ехать в какую-то страну, девочки, смотрите, выпал туз мечей и шестерка мечей. Это говорит о том, что вы не знаете, что вас ждет только из-за того, что вы там не то, что там визу сделать там проще всего на самом деле, да, у вас нету там ничего, за что можно зацепиться. Шестерка мечей — это вот перекрытая дорога. Почему она перекрытая, да? Она трудная, потому что это как будто бы путь в никуда. Шестерка мечей можно толковать просто как путь в никуда или путь к стене, к преграде какой-то. Это все возникло, потому что вам надо, чтобы вас туда позвали, чтобы вас там кто-то ждал или что-то вас там ждало. Вот, кстати, магически, знаете, как это делают, вы об этом все знаете. Например, если вам какое-то место понравилось, мы там в море монетку кидаем, фонтан монетку, вот многие фонтаны, например, в Италии фонтан де Треви просто там выгребают чуть ли не каждую неделю монетки, да, потому что люди хотят возвратиться в это место назад, и это как будто их притягивает, да. Дело в том, что вам тоже надо такая страна, где есть чтобы вас кто-то ждал, чтобы кто-то хотел вас там видеть. Например, если вы рассылаете резюме на работу, рассылайте их со своей страны, и как только вы получите какое-то где-то одобрение, вот туда и едьте. Понимаете? И думайте, стоит вам, хочется, нравится, там, узнавайте про эту страну и все остальное. Кто-то, например, знаете, как поехал и где-то на удаленке, например, если кто-то очень богатый, он может купить и позволить себе взять недвижимость какую-то в той стране, в которой он уже был, да, и ему уже будет гораздо проще переехать в эту страну, и он будет знать, в какую страну ему лучше переехать, да, и он будет понимать у него, что там. Или, девочки, это найти какого-нибудь мужчину, иностранца, с которым у вас сложатся либо любовные, либо дружеские отношения, и когда вот отношения перейдут на тот этап, когда он скажет, а приезжай-ка ты к нам, да, и причем это могут быть женщины, мужчины, вы можете найти друзей по переписке, да, по видеосвязи, очень люди контактные, через интернет сейчас практически все знакомятся. И вот когда вы вот этот мост настроите, когда вас там ждут, вас хотят там увидеть, что-то вас там ждет или кто-то вас ждет, да, то вот эту страну стоит рассматривать. А вот такое просто чемодан, вокзал и непонятно куда, вот сейчас это вообще не тот вариант, и он ни во что не годится. Дело в том, что, смотрите, очень легко потеряться. Почему легко потеряться? Сейчас идет вот эта перестройка мира, да. Вы обратите внимание, да, как, например, там в Америке относятся к мигрантам, там высылают, границу между Мексикой ставят. То, что у нас тут где-то происходит, там где-то то, все. Ну, короче, и это будет продолжаться, да, дальше. И оно меняется вот с такой скоростью, что, например, даже если вы будете в аэропорту, потом сядете на самолет, да, и будете вот с пересадками, допустим, куда-то лететь, вы можете уже перелететь в страну, где уже какой-то переворот произойдет или еще что-то. У нас сейчас нету вот такой вот политической и геополитической стабильности в мире. Ее нету, девочки, да. И отношения вот где-то больше мигрантов. Вот эти вот, посмотрите на потоки, да, куда люди, чего они куда-то бегут, да? Они бегут от войны.
они бегут на работу куда-то, да, они туда-сюда, сюда-то, и у них есть уже какие-то цели. Цели, которые либо их вытолкнули, да, то есть их вытолкнули какие-то обстоятельства, либо они пошли за своими целями. Здесь по Таро очень важно туз пентаклей и туз мечей выпал вам, да. Это говорит о том, что, мои дорогие, да, сейчас надо выбирать именно только ту страну, где у вас есть какой-то мост. Без моста наобум, как говорится, ничего такого не выбирайте. Башня выпала. 21 старший аркан мира. Паж кубков. Вообще-то у вас есть несколько стран на выбор, про которые вы еще не знаете. Переедете ли вы? Да, вот большинство из вас, кто вот сейчас прям даже задумывается от того, что выталкивает жизнь, обстоятельства, и есть какие-то такие вот цели, вы, девочки, переедете. 21 старший аркан мира и башня– это дом в другой стране, дом в другом мире. Паж кубков, жизнь начинается с начала. Девятка пентаклей, жизнь с самого нуля с изучением языка. Это тоже очень важно. Давайте. А, кстати, у меня, например, одна знакомая это решили они с мужем, короче, поехать. И они поехали, кстати, на Абум. И, кстати, именно тогда, когда вот после коронавируса, перед началом вот этого всего который у нас сейчас существует, да, и я говорю, а вы выучили испанский язык? Вы его знаете хотя бы немножко, а вы нашли там, где вы будете жить? Они ничего, они просто собрали все свои вещи, сели на машину и уехали. И что вы думаете? Из-за того, что вот этот мир очень сильно менялся, была очень сильно напряженная ситуация, и в Испании, кстати, тоже, и в основном с мигрантами из разных стран. И что вы думаете? Они оттуда бежали. Они одну только ночь где-то переночевали в каком-то отеле, потому что денег не было. На работу, конечно же, он никакую не устроился. Он думал, что он, ну, как приедет, будет искать. Короче, они бежали, и у них где-то в Польше сломалась машина, и, короче, эту машину потом тащили на границу. Короче, это был полный трэш. Это вот и больше они, знаете, эту ситуацию не вспоминают в своей жизни. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы вот это вот все продумали и навели мосты. Двойка пентаклей тоже говорит о том, что никаких мостов, девочки, нет. Пятерка кубков, пятерка костей говорит о том, что денег вам на переезд хватит, хватит. Будете ли вы там больше зарабатывать, в ближайшее время нет. Да? Лучшее будущее будет ли? А вот если вы вот переедете, давайте посмотрим. Вот вы выберете, наведете этот мост. Как вы будете жить за границей? Давайте посмотрим. Император. Тройка костей. Семерка мечей. Так, повешены. Будут проблемы с документами, девочки. Будут проблемы с документами. Правосудие. Очень будете волноваться из-за этого. И, возможно, возвращение на родину. То есть, что я вам могу сказать? Для того, чтобы переезжать, вот что сейчас на данный момент нужно. На данный момент нужно очень крепкий мост. Понимаете, очень крепкий мост, это желательно, чтобы там было уже какое-то жилье, не просто где-то перекантоваться, а вот действительно вот такой вот возможность для длительного проживания, чтобы была какая-то уже работа. Язык надо подтянуть именно той страны, где есть мост, вы выкинули этот мост, да, вот он соединился, и только тогда, девочки, сейчас очень трудно, да, если только вас выталкивают обстоятельства, вы просто, пока вот вы летите, и вам дали вот этот пинок, да, судьба дала этот пинок, то вам просто надо в полете сгруппироваться и просто, вот знаете, вот как прям мост себе этот сделать, вот прямо в дороге, в телефоне, познакомиться с кем-то, да, и чтобы вам сказали, да, хорошо, мы готовы тебя применить, мы готовы тебе помочь и все остальное. То есть рандомно страну не выбирайте ни в коем случае, потому что здесь идет туз кубков, с правосудия, повешенный, император, да, то есть здесь возможно возвращение домой с разочарованием, то есть возвращение к точке отсчета, то есть это прыжок вверх, и потом все равно гравитация вас потянет вниз, понимаете, на то место, с которого вы все начали. Поэтому здесь нужен такой вот мост, серьезный, и чтобы вы твердо и крепко стояли ногами
на другой земле, понимаете? А это вам могут обеспечить либо кто-то, либо что-то в какой-то определенной стране. Ищите вот это, и вы найдете, девочки, да. Эм, Просто вот надейтесь на свою интуицию и на такое везение, потому что именно в ту страну, в которой вам надо, вам все равно судьба, она вас туда занесет. Она занесет вас туда. Единственное, долго ли этого ждать? Эм, Чем больше будете вот нацеленно двигаться к своей этой цели, создаванию этого определенного моста, то лучше всего. И главное, девочки, еще документы. Это очень важно, потому что вот здесь вот выпала семерка мечей с повешенным и правосудие. То есть могут просто отказать, выгнать, закончится виза, ну вот просто выселить. Поэтому у вас очень должны быть хорошие, скажем так, важные документы, которые не позволят каким-то там этим миграционным службам, еще кому-то вас просто выдворить из другой страны, в которой вы решите обосноваться. Понимаете? То есть будьте сейчас предельно осторожны, спокойны, выбирайте и группируйтесь, выстраивайте вот этот вот мост через людей, через недвижимости какие-то, через рабочие моменты, все что угодно. И чем вот эта вот связь, сцепка с этой страной у вас будет уже на расстоянии, да, тем больше у вас шансов очень хорошо обосноваться, свить гнездо в другой стране, мои дорогие. Мои дорогие девочки, мои любимые путешественницы и бродяги, я вас очень хорошо понимаю в этом. У меня до сих пор тоже в голове все время сидят вот эти вот мысли, а не уехать ли мне, да? У меня даже есть такое выражение, когда я сажусь в машину, и у меня, ну, или плохое настроение, или еще что-то, я так мужу говорю: в аэропорт. Ну, и он немного ржет, а уже и не ржет. Нифига с этой фразы моей. А она у меня вот связана вот с какой-то такой, с таким желанием тоже куда-то улететь журавлем. Все, мои любимые, дорогие, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.